как раз в прошлой своей дуэли. Аккуратненько ставится, синхронно переложил, сейчас будет подъезжать, да, все верно. Близко, хорошо, да молодец, давай, для чего там много Конфига и соприкосновение на перекладке у нее и коррекция. Хороший, он даже больше угол у него здесь. Пытается подъехать еще ближе. С новым дрифтом вас, дорогие друзья, здравствуйте, добро пожаловать. Шестой этап, заключительный этап третьего сезона онлайн-чемпионата по дрифту. Напомню, это проект Департамента спорта города Москвы брендом «Московский спорт». Четыре с половиной тысячи заявок было на квалификацию, из них 151 участник заслужил право предстать перед нашими судьями. Плотность дичайшая, в общем, будем всем этим наслаждаться. Победитель получит 30 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест по 15 тысяч рублей от проекта «Московский киберспорт». Те самые настоящие эмоции, которые мы с таким удивлением в себе обнаруживали, когда мы только начинали эти симдрифт движения. Артем Юдин, третье место в квалификации, Киев-Краина и Эрл Сивцев. Сивцев лидирует, Юдин будет его преследовать. Сейчас мы посмотрим, чем все это закончится. Да, мы помним у Сивцева серьезную ошибку в последнем повороте первого заезда. Юдин аккуратненько ставится, синхронно переложил, сейчас будет подъезжать, да, все верно. Сивцев тем временем, по-моему, все-таки заехал в no-go zone. Мне так кажется, там важно помнить, что она все-таки есть, потому что пилоты так там целятся в эту внутреннюю кромку трассы, обозначенную белой линией, что, мне кажется, забывают порой, что там вообще-то красный сегмент был нарисован. Ну, а здесь Юдин что делает? Он уничтожает, по-моему, соперника, просто элиминирует. У Артема лидером просто отличный угол. Вот как он поставился, наверное, самый большой угол, который вот мы наблюдали сегодня. Я за Артема. Та самая уверенность, о которой я говорил. Артем Юдин. Артем Юдин. Ну, вторым видели, что он сделал со своим оппонентом. Юдин делает важный шаг, возможно, к очередной призовой сумме в нашем турнире. Кирилл Терещенко, Москва, против Максимилиана Стати из Кишинева. Кстати, хорошо, что Кстати. Близко, хорошо, да молодец, давай, для чего там много оставил место, переложился, и снова надо подъезжать, чуть меньше здесь угол у Максимилиана и его пятнашки. Здесь вроде бы синхронно, но уже нет такого стройного ощущения, и слышал угол внутрь. И на перерез, и там чуть не поиграл в городки своим соперником Максимилиана. Такое начало-то было шикарное просто. Максимилиан, кстати, лидером. И Кирилл Терещенко в роли догоняющего. Вот она, R7 с JZ. Вот как раз Бурен представил евреев. Конфига и соприкосновение на перекладке. Ой-ой-ой, коррекция. Сразу после этого не узковато ли там стать, ехал, дотянулся ли он правильно до внешки, меня не видел. Я сейчас вот смотрю, сразу повтор не было там. Нет, в порядке? Да. Столкновения не было? Не было. Это больше на лаг было похоже. Да, это очень странно. Так, да, друзья мои, выглядело это так, как будто переприблизился там Кирилл Терещенко и чуть не заблокировал перекладку соперника. Послушайте, ну это лучшее начало заезда, которое я сегодня видел от Стати преследователя. Мой голос за Стати. К Кириллу есть вопросы, к лидеру. Мне показалось, что траектория узкая, недостаточно там широко он ехал. Ну и преследователь тоже не все чисто отработал. То есть, кстати, по-моему, на мой взгляд, был гораздо лучше и, кстати, и агрессивней. Пытался все реализовать, и дальше к концу синхрон был лучше, качественнее, но все-таки постановочки для меня все-таки важны.
Максимилиан дальше. Едем в правую часть нашей сетки. Второй заезд. Макар Юрченко. Вот это качнул так качнул. Называется. Чтобы уже вообще никаких вопросов. Хорош Юдин. Юдин хороший. Он даже больше угол у него здесь. Пытается подъехать еще ближе. Мне кажется, поплотнее был Юрченко-то на этих участках трассы. Вот только здесь Юдин подъехал совсем близко и снова воздух образовался. И вот это опять фирменная история Макара, которую ему вы во время прошлой дуэли припоминали. Судьи, интересно, что будет сейчас. Все-таки в том же угле двигаться это лучше, чем ехать в Т-дрифте, поэтому я за Юдина. Да, то есть что выбрать? Ближе, но Т-стиль или чуть дальше, но с большим углом? То есть с большим углом, конечно, Так я бы и преследует не сказал, что прям уж так ближе. Артем. Ну, наше сожаление, ты попал на очень крутого соперника, ничего не поделаешь. Артем Юдин в топ-8. Вот, давайте посмотрим, чем эта баталия закончится. Стас Кучинский разгоняется, Е36, вооруженная В8. Калибр. Да, это не такой. А здесь что? Поближе. Даже немножко потрогал там Е36 соперника мимо Touch and Go, да, запомним. Там в дыму теряется эта разметка. И из-за этого иногда не понимаешь, что они на самом деле едут уже, чем положено. И в данном случае это, конечно, вопрос прежде всего к лидеру, потому что Калиберда-то едет за лидером. И вот здесь вплотную подъезжает пятнашка. Калиберда, все-таки за него вот здесь сверху стало видно. Может, на постановке он и образовал небольшой вот такой вот воздух, но потом и угол был красивший. Как мне кажется, траекторию он повторял чуть больше. И Андрей четко переложился из угла в угол. Поэтому, это большая ошибка. У меня Андрей. Андрей Калиберда в топ-4 в первом полуфинале. Стас, спасибо тебе большое. Александр Отчалко, Краснодар, Россия, или Максимилиан, кстати, Кишинев, Республика Молдова тоже есть, и можно не мучиться, а купить готовые решения. За деньги все делают? Да. Офигеть. Да ладно, поехали, второй заезд. Максимилиан впереди, Александр с чуть меньшим углом после постановки ехал, но здесь все вроде бы пришло к синхронности. Поуже сейчас была у Отчалка траектория в Touch and Go 2, но здесь намного чище, просто за счет отсутствия контактов. Александр, когда ехал свои заезды, конечно, не мог знать, чего там натворил Максимилиан вторым номером, но вот сейчас... Здесь просто. Здесь все просто. Саша. Александр. Отчалко. Единогласно. Александр Отчалко, поздравляем. Попытается дать бой Андрею Калиберде. Максимилиана, кстати, мы благодарим за участие. Да. Юдин лидирует, Макаренко его преследует, JZ против ЛСа, пятнашка против GT86, и что это происходит? Через no-go zone, с меньшим углом, с контактом у Touch and Go 1, что творится-то? Третье и шестое место в квалификации, если что, на всякий случай напоминаю. Вот здесь только синхронная перекладка. У Макаренко заметно меньше угол даже на этом ракурсе. Вот так вот его добавляет. Не самым элегантным способом. Еще и покачался там такие коррекции. Ну что, второй заезд. Александр Макаренко в роли лидера. Посмотрим, чем все это закончится. После первого заезда странное осталось ощущение. GT виляет, это не глюк никакой, так положено делать по заданию. Хорошо, ну вот же, ну умеем же, если хотим, если можем, и делаем. Мимо Touch&Go 1, по-моему, не показал. Лидер сейчас проехал, так старательно объезжал No-Go Zone, что и клип там едва зацепил, если зацепил вообще. Перекладка и последняя внешка перед финишной дугой. Ну, второй заезд намного симпатичнее первого, безусловно, в этом хите. там дал прям. Я сразу готов переадресовать всю вот эту историю нашим судьям. Дмитрий. А нечего тут переадресовывать. Однозначно Да. Юдин, что лидером, что преследователем, показал чистую езду. И Юдин. Согласен с Сашей целиком и полностью. Александр. Юдин дальше. Артем, Однозначно. конечно же, Артем. Хороший, качественный проезд вторым. Артем Юдин, добро пожаловать в полуфинал.
полуфинал. Победитель квалификации Андрей Калиберда из Киева. Против него Александр Отчалка из Краснодара. Калиберда, разумеется, в роли лидера начинает эту дуэль. Ой, как хорошо Отчалка отработал. Куридаши, перекладка. Микроскопический там, может быть, был рассинхрон, но тем не менее все продолжается. И еще одна синхронная перекладка. Очень круто. Ну, только не надо здесь углом жертвовать. Это судья обязательно это припомнит на разборе полетов. И удерживается за Калиберду Александр Отчалка, доводит дело до финиша. Ну что, второй заезд первого полуфинала, конечно же. Погнали, Отчалка впереди теперь будет. Вот он делает этот маневр, который... Ну, что, Калиберда второй раз очень невнятно ставится. Такое ощущение, что немножко на сейве. И потом начинает преследовать уже более уверенно, хотя ближе был Отчалка. Но вот тоже здесь будет интересно послушать судей, ведь они все время говорят о том, что нам нужно близкий дрейф, пускай и не такой, может быть, стерилизованно чистый, но близко, агрессивно давить надо. Здесь вот такого давления я не увидел со стороны победителя квалификации, но может быть это мое эмоциональное восприятие. Давайте перейдем к фактам и решениям. Но синхроны, они были прям хорошие и адекватные. И он старался держать угол оппонента. Это такой важный момент. Я за Андрея. Отчалка. Первый заезд я Александру поставил такие небольшие минусы за меньший угол при преследовании и то, что он отвалился. Но во втором заезде, как повел себя Андрей, мне понравился еще меньше. У меня Александр. Александр Отчалка, поздравляем! Ты в финале. Артем Юдин, Киев, Украина, третье место в квалификации. И 23-м в квалификации был Никита Вашилка из города Харькова. Две пятнашки. У Юдина с ДЗ-там, у Вашилка с ЛСом. Напомню, что Никита самый юный участник нашего этапа, и он уже в топ-4. Это круто, и они поехали. Юдин справа на ваших экранах. Он лидирует, естественно, он был выше в квалификации. И давайте теперь посмотрим. Очень неплохая постановка. Смещается очень глубоко в лозовую зону Никита. Да, компромисс, да, нужно быть близко. Ну, смотрите, опять более узкая траектория у 15, которая вторым номером сейчас идет по трассе. И перекладка на угол меньше, чем у лидера. Там немного подпрыгнул на расширителе Юдин. Но мне кажется, это не ошибка по траектории, поскольку до зеленки-то он не доехал, а прыгнуть там можно, особенно если это никак не мешает преследователю. Давайте второй заезд. Будем смотреть с огромным нетерпением. 98 и 96 баллов, очень близкие лучшие попытки, но мы знаем, что там весь топ-32 поместился в 4 балла. Ну и вот теперь, внимание, Артем Юдин. Раз, и вот он уже в базе. И, кстати, по-моему, здесь уже лидер заезжал в no-go zone, может быть, не так интенсивно, как это делал Никита, будучи вторым номером. Ну и, собственно, Юдин здесь гораздо ближе, синхроннее. И еще раз синхронно. Все очень получается здесь. Чуть-чуть меньше угол у преследователя. Насколько это критично, сейчас нам судьи расскажут. Артем Юдин однозначно победитель этого заезда, потому что он находился в правильной позиции, то есть не пытался опережать, а именно был тенью лидера. Намного более уверенно выглядел Юдин, и поэтому мы, наверное, Вашилка отправляем сражаться с Калибердой за третье место. Да, Поддерживаете? также, да. Единогласное Единогласно. решение арбитров. Артем Юдин в финале с Александром Отчалкой. Поехали! Битва за третье место. Победитель квалификации Андрей Калиберда из Киева. Против него Никита Вашилка из Харькова. 24 года Андрею, всего лишь 15 Никите. И оба уже опытные киберспортсмены. Да, Никита, мягко говоря, с большим зазором поставился. Тем временем Калиберда отрабатывает Touch-and-Go 1, Touch-and-Go 2 уверенно тоже перекладывается, устремляется туда вниз через две внешних клиппинг-зоны. По сути дела, это как бы одна дуга, вот обозначенная двумя такими элементами. И здесь уже Вашилка синхронен, здесь он уже подбирает вплотную. Ой, как обидно, что закончился оцениваемый участок в это время как раз. Я просто еще раз говорю, что это много, это опытные люди, которые вот так на этом конфиге себя чувствуют. Ну что, погнали! Калиберда, хорош! А теперь еще разочек, да, получилось!
и через no-go zone, но мне кажется, здесь к Калиберде не так много вопросов, как к лидеру будет. И они уже в этой дуге перед старт-финишной прямой, перекладка синхронная. И еще раз микроскопический проигрыш по углу, пожалуй, есть у Калиберды. Ну все это сущие пустяки по сравнению с ошибкой, которую Никита допустил перед самым финишем. Калиберда не с первого раза, но заскакивает на третье место. Явное решение, да. Андрей. Синхронность вы видели просто вот с какой синхронностью Андрей провел заезд вторым. То есть, я не знаю, как так можно повторить, но это было просто супер. Андрей Калиберда, поздравляем. Поздравляем, это 15 тысяч призовых рублей, это третье место. Переходим к финальной баталии. Артем Юдин, город Киев, Украина, в роли лидера начинает битву с Александром Очалко, у которого очень сложный был путь к этому финалу. Он прошел самого Калиберду и сейчас пытается также запрессовать Артема Юдина, который через no-go зону едет, между прочим, к первому touch and go. И это еще ему аутнется, безусловно, когда в дело вступят наши судьи. Очалко опять показывает нам вот этот дрифт, уж простите мне этот каламбур, на грани отчаяния. То есть, ну просто тончайший лед хрустит под колесами. Те самые настоящие эмоции, которые мы с таким удивлением в себе обнаруживали, когда мы только начинали эти сим-дрифт движения. Тогда я даже говорил отдельно, что дрифт у нас виртуальный, эмоции реальные. Вот они, реальные эмоции, все равно возникают и не притупляют. Вот что главное. Вот это постановка Юдина, да, это уже по памяти очевидно. И Е2 там касается, там ГО-1. Александр Очалко, Юдин прессует здесь, отлично. Чего прибирает уголочек, лидер Александр Очалко, перекладка синхронно. И последняя дуга, Артем Юдин. Вторым номером Юдин ехал, опять же, с большим углом, чем Александр. И Александр пытался еще и свалить, прибирая угол там, где не нужно было этого делать, и пытаясь получить преимущество. Поэтому я все-таки отдам победу Артему. Да, у Артема есть вот это вот на границе no-go zone, но у Александра достаточно места еще до выезда там до поребрика, да, чтобы воспользоваться траекторией, подъехать. Вот. Но мы этого не увидели. Поэтому здесь Артем Юдин понравился больше. Пара заездов достойных финала были. Абсолютно. И абсолютно. вот это как раз no-go зоны, к ней отношения должен был кто-то пожертвовать своей репутацией, но обратить на это внимание. Артема Юдина поздравляем с победой. Это были крутые заезды в каждом раунде. Каждый проезд был достоин аплодисментов. Спасибо большое департаменту спорта города Москвы, Алексею Александровичу Кондаранцеву, который поддерживает нас в этом начинании, проекту «Московский спорт», бренду «Московский киберспорт» за призы, любовь, внимание. Друзья, мы развиваем реально серьезное направление, и вы, правда, можете стать киберспортсменами. Я недавно посмотрел вот этот обзор ребят Catwish, и он, правда, без рекламы рассказал такие интересные вещи, о которых я даже не подозревал. То есть у нас это поезд, мы начинаем делать и развивать новую дисциплину и делаем ее лучше и лучше. А от вас самое главное, это чтобы вы за этим следили, также рассказывали всем об этом, подписывались, ставили там лайки, колокольчики и прочее. Нам надо как можно больше людей, которые об этом узнают и вольются в эту всю движуху. Да пребудут с вами силы и ньютон-метры. Меня зовут Николай Сискун. Всем пока. Пока-пока.